Здравствуйте, меня зовут Матвиенко Марина, я психолог, биоэнерготерапевт, лайф-коуч и бизнес-тренер. И представляю сегодня Центр психологии и развития человека «Путь к себе». В группах ВКонтакте, в Одноклассниках нам очень часто задают вопросы, на которых очень сложно ответить в письменной форме. Поэтому приняли решение отвечать вот в таком вот коротеньком видео. И один из таких вопросов, который был недавно нам задан, это вопрос причины ревности и как с ней бороться. Основной причиной ревности мне бы хотелось назвать отсутствие уверенности в себе. Очень мало людей на самом деле любят себя. К нам очень часто приходят люди на приемы, и когда мы задаем вопрос, любите ли вы себя, они говорят, да, конечно, мы очень любим. Но как только стоит попросить человека подойти к зеркалу и, глядя себе в глаза, сказать, назвать себя по имени и сказать, что я люблю тебя, я ценю тебя, принимая себя таким, какой ты есть, у человека сразу возникает некий ступор. Кто-то начинает теребить руки, кто-то то есть вообще не может сказать себе, глядя ничего в глаза, да? У кого-то возникает очень сильный дискомфорт в теле и так далее. То есть это говорит о том, что человеку кажется, что он себя любит, а на самом деле эта любовь к себе отсутствует. И вот отсутствие любви возникает чаще всего в детстве, во внутриутробном развитии, в детстве, когда родители недолюбили нас, потому что очень часто в наших семьях отсутствует любовь. Нам тоже кажется, что родители нас иногда любят, заботятся о нас, и родителям-то кажется, что они нас любят, но на самом деле мало семей, вот поверьте, из опыта приемов личных, мало семей, в которых действительно царит любовь. Чаще всего люди приходят с обидами на родителей, на самих себя, с большим чувством вины и так далее. А если человек обижен, испытывает злость, разочарование, чувство вины, там нет любви ни к себе, ни к своим близким. И, соответственно, человеку, у которого отсутствует любовь, он не может дарить эту любовь. А это очень важно в наших отношениях, потому что если нет любви, если мы не можем чего-то подарить, у нас возникает сомнение, возникает вот как раз та неуверенность. А достоин ли я любви? А действительно ли любит меня партнер? И тогда возникает такая эмоция, как ревность. То есть ревность – это неуверенность в себе. Также это второй такой момент – это неуверенность в самом партнере. Очень часто знание о прошлом своего партнера, когда нам рассказывают, да, о том, сколько партнеров было до нас, да, как складывались отношения. Все мы люди разные, кто-то рассказывает, кто-то нет. Но вот огромное количество знаний о том, что было в прошлой жизни партнера, иногда вызывает в нас ревность, потому что наш ум – это такая хитрая штука, он придумывает столько несусветной, по сути, ерунды, да, которой в действительности нет. Но ум нам рисует такие страшилки, вызывая в нас тем самым вот эту ревность. Иногда неуверенность в партнере возникает тогда, когда в нашей жизни были какие-то моменты, которые нас когда-то бросали, нас когда-то обманывали. И, соответственно, опять же, память прошлого периодически выползает, что называется, из темного уголка, и ум нам нашептывает, ага, все повторяется, да, то есть вот ты здесь сидишь, а вот он или она там где-то и с кем-то, потому что это уже было. Опять же, возвращаемся к чему? Потому что я не уверен в себе, да, то есть смотри пункт первый. И третьим таким очень важным аспектом является сексуальная неудовлетворенность в отношениях. Очень часто, когда мы проживаем энное количество лет, и наши сексуальные желания угасают по отношению друг к другу, вот тут нам бы стоит остановиться, задуматься и каким-то образом разнообразить, что-то обговорить с партнером, для того, чтобы возобновить, да, вот эти чувства, эти яркие ощущения. Но иногда нам стыдно, потому что у нас есть некие запреты и табу из детства. Да, мама нам говорила, это хорошо, это плохо. Очень часто женщины особенно приходят к нам на прием и говорят, я не могу с мужем говорить об этом. Но мы боимся очень часто обидеть партнера и так далее. И, в общем-то, отсутствие умения говорить
на тему того, что мы хотим, что нам нравится, да, как бы мы хотели разнообразить. Иногда есть очень частое такое убеждение у женщин, что мужчина должен делать все сам, он должен догадаться, он должен как-то это, то есть, преподнести и так далее. Мы забываем о том, что, в общем-то, если мы хотим изменить свои отношения, мы должны начинать с себя. И вот это вот отсутствие, опять же, доверия к партнеру, получается, да, вызывает у нас ревность. Вот три таких очень важных аспекта, три причины. Еще раз повторюсь, их гораздо больше, но вот хотелось остановиться на этих трех основных. То есть это неуверенность в себе, это недоверие к партнеру и это отсутствие вот сексуальной удовлетворенности. Соответственно, неумение обсуждать вот свои проблемы друг с другом. Как бороться с ревностью? Такой хороший вопрос. Наверное, бороться вообще с чем-то не имеет смысла. То есть чем больше мы боремся, тем больше это есть. В войне нет победителей. Да? Поэтому лучше начать работу, внутреннюю работу над собой, начать любить себя, да, то есть сделать какие-то техники, может быть, почитать об этом в интернете, возможно, прийти к нам, у нас есть замечательный форум, на котором мы проводим медитации, и вот как раз у нас есть такая медитация, это любовь к себе, то есть помедитировать на эту тему, да, существует вообще колоссальное количество техник, которые повысят вашу уверенность, то есть дадут вам возможность полюбить себя. Поэтому лучше начать с себя. Лучше начать с любви к себе, повысить свою уверенность в себе, да, научиться доверять миру, и тогда ревность, она пройдет само собой. И тогда ваши отношения станут ярче, станут гармоничнее, и, в общем-то, вы тогда сможете быть счастливыми, обретете внутреннюю и такую целостность и радость от отношений со своим партнером. А мы вам желаем счастья, любви, удачи и ждем вас в нашем центре, ждем вас на нашем форуме, где мы проводим медитации. И до новых встреч. Спасибо, всего хорошего.